Прошло уже больше 5 лет с тех пор, как Бадди отправился на пенсию. Он был замечательной служебной собакой. О его способностях до сих пор ходили легенды. Хозяин Бадди по имени Майкл всегда восхищался инстинктами опытной ищейки, поэтому выход на пенсию стал обычной формальностью. Мужчина понимал, что собака навсегда останется прежней. На улицах Бадди не мог вести себя обычным образом. Он постоянно что-то выискивал, пусть и вел себя при этом максимально вежливо. Майклу еще ни разу не приходилось краснеть за своего питомца. В тот день Бадди вел себя как обычно, но в какой-то момент его как будто подменили. Пёс рванул от хозяина, почуяв какой-то запах. Это было видно по его повадкам. Майкл пытался остановить своего друга, но тот не слушался. Хозяин собаки с трудом догнал своего скоростного напарника. Повезло, что Бадди остановился возле огромного старого дерева. Пёс лаял, и этот звук содержал в себе много тревоги. Приближаясь к псу, Майкл не до конца понимал, что происходит. Он мысленно набросал несколько предположений, но все его догадки оказались неверными. Когда мужчина смог взглянуть на дерево, то он увидел лишь дупло в стволе. Наверняка там что-то было внутри, иначе бы Бадди не стал вести себя подобным образом. Звонить в полицию было бы странно. Конечно, коллеги Майкла не отказали бы ему в помощи. Но что он им скажет? Что пёс убежал и лаял на дерево. Однако Бадди не простой пёс, и просто так он не ослушался бы хозяина. Мужчина решил искать улики самостоятельно. Ствол дерева выглядел трухляво, но его было не так просто сломать. Майкл вооружился крепкой палкой и решил добраться до содержимого дупла, даже не подозревая о том, что там может находиться. Майкл допускал мысль, что в полость ствола мог забраться зверек, поэтому действовал осторожно. Впрочем, он скорее склонялся к другому варианту. Вероятно, кто-то использовал дупло как тайник. В какой-то момент полость ствола стала видимой. То, что попалось на глаза полицейского, заставило его замереть на месте. Внутри ствола виднелась человеческая рука. Мужчина сожалел о том, что находился в парке совсем один. Сейчас ему совсем не помешало бы присутствие напарников. Хорошо, что рядом был Бадди. С ним было чуточку спокойнее. Майкл позвонил коллегам в участок и объяснил ситуацию. Изначально хозяином Бадди был другой полицейский, и сотрудники решили обратиться к нему за помощью. Майкл неплохо знал своего пса, но ему не хватало некоторого опыта. Бывшего хозяина пса звали Джон. Его удивил внезапный телефонный звонок подобного содержания, но мужчина решил проявить отзывчивость. Джон до сих пор питал к Бадди теплые чувства, пусть они и прекратили свое общение. В свое время бывший хозяин прошел вместе с псом немало трагических и сложных жизненных эпизодов. Однажды Джон был сильно ранен во время перестрелки с бандитами. Он находился в плохом состоянии несколько месяцев. И хотя врачи сумели поставить его на ноги, Бадди был передан другому хозяину. Пёс не мог находиться в одиночестве так долго, а Майкл оказался идеальным претендентом для Бадди. Пёс радостно бросился встречать бывшего хозяина. Их радость оказалась взаимной. Правда, визит Джона носил несколько иной характер. Еще по телефону он понял, что их ждет необычное дело. Вскоре в лесу появились и другие сотрудники полиции. Они выполнили свои должностные обязанности. Оцепили лес, выставили охрану, провели экспертную оценку. Бадди не хотел отходить в сторону. Он ждал выявления улик не меньше, чем полицейские. Мужчины решили полностью разломать трухлявое дерево, ведь оно все равно было мертвым. Помимо руки в стволе обнаружили серебристый жетон с инициалами владельца. А дальше случилось то, чего все боялись. В стволе находились останки мертвого человека. Его тело смогло полностью уместиться в этом огромном дереве. Один из сотрудников открыл именной жетон и немного опешил. Полицейские имели дело с трупом своего коллеги. На жетоне было написано имя Итон. Когда сотрудники начали доставать тело, они удивились еще больше. Труп оказался обычной тряпичной куклой, испачканной кровью. Примечательно, что и форма, и кровь оказались настоящими. Дело зашло в тупик. Кому понадобилось заниматься подобными вещами? И был ли в этом лесу настоящий труп? Неужели кто-то пытается запутать следы вот таким странным образом? Мужчины молча переглядывались друг с другом. Они не понимали, как им действовать дальше. Только Бадди мог быстро найти в лесу
какую-то важную зацепку. Джон перекинулся с Майклом парой фраз. Он решил спросить его разрешения, как у нового хозяина пса. Разумеется, Майкл был не против. Полицейский взял пакет с уликами и позволил Бадди понюхать содержимое. Затем Бадди задумался и медленно отправился по своему маршруту. Собака не торопилась искать следы. Пёс проверил несколько полян, полагаясь на свой нюх, а полицейские пристально осмотрели местность. Через 15 минут Бадди вывел их к следам на земле. Это были характерные отпечатки от автомобильных шин. Видимо, человек привез куклу на машине. Эксперт сделал слепок и поместил его в отдельный пакет. Полицейские надеялись найти и другие вещественные доказательства, но их не было. Бадди тоже молчал. Сотрудникам полиции пришлось вернуться в участок. Они принялись изучать штат работников, выискивая некого Итана. Выяснилось, что такой сотрудник действительно работал в участке несколько месяцев назад и был уволен за кражу документов. Его с позором выгнали, но расследование не проводилось. Кровь на полицейской форме совпадала с группой крови Итана. Полицейские сверили все необходимые улики и решили отправиться к Итану прямо домой. Только он мог прояснить ситуацию. Мужчины приехали по указанному адресу, но быстро обнаружили, что дом был пуст. Тогда полицейские принялись за осмотр участка. Сосед поприветствовал их и был вынужден вступить в диалог. Он сказал, что Итан давно уехал на своем автомобиле и с тех пор больше не появлялся. Сосед добавил, что Итан вел себя очень странно перед отъездом. Он перестал здороваться, был каким-то грубым и подозрительным. Полицейские спросили, в чем был одет Итан. Выяснилось, что он покинул дом в полицейской форме. Бадди был спокойным. Это означало, что Итана здесь нет. Джон поднял старые связи и узнал, что у дедушки Итана был домик в лесу. Это было единственной зацепкой для следователей. Сотрудники полиции решили попытать удачу и отправились к хижине. Итан был там. Его откровение поразило полицейских. Он был уволен с работы за кражу документов, но он не был преступником. Наоборот, он собирался рассказать правду про коррупционные схемы своего начальника, и эти документы служили прямым доказательством. Начальник узнал об этом и отправил к тому своих ребят. Полицейского сильно избили. Ему угрожали смертью в том случае, если тот не остановится. Итан был испуган. Он с трудом поднялся с земли и понял, что не может появиться в таком состоянии на людях. Он взял тряпичную куклу со свалки и нарядил ее в свою форму. Итан знал, что кто-то обязательно обнаружит странную находку. Ему повезло, что это был Бадди, бывший служебный пес. Итан скрывался в хижине, надеясь на появление подмоги. Теперь его надежды сбылись. Мужчина оказался добропорядочным полицейским, и это не понравилось некоторым людям в органах. Итан был спасен, а разбирательства с начальником еще только предстояли. Вот так служебный пес на пенсии распутал запутанный клубок полицейской коррупции и спас невиновного человека. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.